Всем привет! Субъективно об Америке сегодня приглашает вас присоединиться к очередной бродилке совсем не по Америке, вернее, это все еще Америка, такая вполне себе центральная Америка, которая Мексика. И сегодня я собираюсь вам рассказать, ой, господи, какой кошмар, вот так вот, очками защищаешься изо всех сил, а потом получается вот такая очковая змея. И да, жизнь на курорте предполагает отсутствие полного макияжа, полного вообще... Да что я вам объясню? Короче, сегодня я вам хочу рассказать, как вредно следовать любым учениям безоглядно. Любым, даже самым классным учениям, даже самым хорошим учениям нужно следовать всегда с оглядкой на ваши собственные условия, на ваши собственные привычки, на ваши собственные... Ну что там ваше собственное это еще может быть? Ну что-нибудь у вас там, наверное, собственное может быть. Короче, вся история началась с того, что пару лет назад напала я, как, наверное, многие из вас, на небезызвестного семейного психолога по имени Сатья. Если вы знаете, если вы гуглили Сатья, его не настоящее имя, как, собственно, и генерал не мое настоящее имя, говорит он интересные вещи, иногда очень спорные, иногда дельные. Но в какой-то момент я поддалась его идее о том, что у активной женщины пассивный мужчина, у пассивной женщины, и тут он замолчал, давая залу возможность ответить. И у вас, очевидно, так же, как и у меня, тогда автоматически возникла мысль: у пассивной женщины активный мужчина. Так вот, ребят, я хочу вам сказать, что это все полная пижня. Эй, тут всякие крыски бегают. Если вы уже та женщина, у которой активный мужчина, и вам ничего для этого не пришлось делать, вы можете идти свободно готовить свой яблочный флан, или что вы там делаете все то время, пока вы не воодушевляете своего мужчину. Это видео исключительно для тех сильных, решительных и отважных женщин, которые сами распоряжаются своей жизнью. Может быть, ваша фамилия не генерал, как, впрочем, и не моя, но вы точно знаете, что вы генерал своей жизни, так как и я. Послушайте эту историю и посмотрите, к чему может привести слепое следование даже хорошим советам. А бродим мы сегодня с вами по городку Пуэрто-Авентурас, который находится примерно в часе езды от Канкуна. Традиционный курортный городок. О прелестях и особенностях его я вам расскажу в следующем видео. Ну а сегодня про отращивание женственности. Проклятый Сатья довел меня до ручки. Наслушавшись этого известного семейного психолога, я решила предпринять отчаянные шаги и в качестве эксперимента в этот отпуск быть абсолютно пассивной, ничем не руководить и дать мужчине возможность решать все и управлять всем, тем более, что ему, очевидно, это было приятно. И вот на второй день отпуска, который предполагался быть абсолютно расслабленным, овощным, с выходами в город, с поездками на велосипеде, без каких-либо экскурсий, он отлучился на несколько минут, вернулся с радостными воплями: «Бэйби, я повезу тебя на снорклинг, ты же так любишь снорклинг». Моей первой реакцией, естественно, было подорваться, вскочить, пойти, все проверить, куда мы едем, что мы будем делать, как долго это все займет. Но мы же отращиваем женственность, мы же теперь применяем пассивность, чтобы мужчина был активным. Я промолчала, заулыбалась и совершенно... по наставлениям Сатьи улыбнулась ему мягкой улыбкой и сказала: «Ты мой герой». На следующий день приехала маршрутка, и оказалось, что до места, откуда отправляется яхта, ехать 2 часа. Это был первый сюрприз, о котором ни мой герой, ни я, ни сама не подозревала. Меня это, конечно, уже сильно взбесило, но я промолчала. Мы же отращиваем женственность. Когда мы приехали к месту парковки яхты, оказалось, что на яхте будет 56 человек. Наверняка каждый из вас хотя бы один раз был на подобной поездке где-нибудь в Египте, когда вас загружают огромной кучей и везут невесть куда, и потом выбрасывают в Красное море, чтобы вы там любовались рыбками. Это была примерно та же история, но это вовсе не то, чего я хотела в свои каникулы. Это вовсе не то, что мы планировали. Но я опять промолчала, мягко улыбнувшись моему герою и сказав: «Как здорово, я всегда об этом мечтала». Проклятый Сатья, уже тогда надо было сказать: «Что ты наделал? Какая ерунда, давай откажемся». Но я же отращивала женственность.
Дальше больше. Нас загрузили на эту яхту, и это было самое страшное в моей жизни путешествие. Представьте себе, 56 незнакомых человек, шумных. Там были мексиканцы, аргентинцы, немножко американцев. Они все пели, танцевали, очень много пили, так как в стоимость экскурсии входил нелимитированный алкоголь. И к моменту, когда мы через 40 минут приехали к месту снорклинга, на яхте уже было просто не петь, не рисовать. Громко орала музыка, громко орал человек, возомнивший себя диджеем. Ну, в общем, отдых, я скажу вам, на любителя. Дальше больше. Снорклинг в представлении мексиканцев – это следующее мероприятие. Всех выстраивают в полоску, надевают на всех маски, и затем все должны прыгнуть в воду, и, внимание, уцепиться за веревку, которая привязана к небольшому буйку и возглавляемая гидом. И затем на этой веревке все должны следовать за гидом через определенную зону, где, собственно, и происходит весь снорклинг, где, предположительно, есть какие-то интересные места или красоты. Сразу оговорюсь, никогда не ведитесь, если вы хоть раз были в Красном море. Канкун вам покажется плаванием в мутном болоте, ничего здесь нет, смотреть не на что, но это дело десятое. Все дисциплинированно держались за веревку и следовали за гидом, толкая друг друга, ударяя друг друга руками и ногами. Ну, сами понимаете, что такое снорклинг в тесной компании. В этот момент я отлепилась от веревки и сказала: идите вы к черту! И отплыла от группы. Ну что, я не умею плавать, что я не умею ориентироваться в воде. Мой американский друг продолжал следовать за гидом, плюясь и ругаясь. Я ему сказала: ты дурак, что ли? Отцепись! Он отцепился. И что вы думаете? Он потерялся. Он увлекся наблюдением какой-то там барракуды, надо сказать, что он страстный рыбак, и потерялся. Я же, в свою очередь, уже понимала, что женственность отращивать получается плохо. Я стала наблюдать, где же мой дяденька. И я периодически видела его лысую голову рядом с гидом, и поэтому была абсолютно спокойна. Плавала себе, наслаждалась прекрасной бирюзовой водой, иногда заглядывала под воду, поднимала голову и проверяла, что лысая башка по-прежнему рядом с гидом. Так вот, ребята, на одну только лысую башку ориентироваться не стоит. Оказывается, в группе было 4 лысых человека, и тот, кто плавал дисциплинированно рядом с гидом на веревке, был вовсе не мой дяденька. А мой дяденька в это время, потерявшись, отстав от группы, он решил принять инициативу на себя и разыскивать команду, разыскивать меня. И он вернулся на яхту, только не на нашу яхту, а на совершенно другую, которых в этой зоне было штук 6. Они все белые, конечно, с разными элементами, но вы знаете, когда ты плывешь весь в панике, потерялся, не до элементов. Он забрался на совершенно другую яхту и начал там скандалить: где мои вещи, где моя баба, я вас всех засужу, что за беспорядок. Я, в свою очередь, к окончанию этого заплыва, который, к слову сказать, длился всего лишь 20 минут, увидела, что рядом с гидом лысая башка вовсе не мой дяденька, а совершенно чей-то чужой, забралась на нашу яхту и поняла, что дяденьки-то нет. И когда начали пересчитывать всех участников, я сейчас не преувеличиваю, буквально по головам, я подняла панику, говорю: мы потеряли одного участника команды, тревога, тревога, волк унес зайчат. В этот момент нужно было видеть, как возреагировали мексиканские гиды. Латинская кровь взяла свое, начались переговоры по рации, начались крики. В итоге нашли его на другой яхте, другая яхта подплыла к нам, его пересадили. В этот момент мы счастливо воссоединились перед глазами всей пьяной публики, которая орала как ненормальная и аплодировала. Я в этот момент поняла, что Сатья Сатьей, но тем не менее, если ты, генерал, и если ты, привыкла командовать своей жизнью, то надо так и продолжать. Да, может быть, там с каким-то минимальным снижением интенсивности, но нельзя ничего отпускать на самотек, и нужно все наблюдать и контролировать. Иначе окажешься в ситуации, как моя. Ну что вы думаете, это было окончание всей нашей истории? Нет, совсем нет. Экскурсия была организована из рук вон плохо, так что после всего этого трудного дня в компании 56 пьяных людей с шумом, с ором, с жарой, нас высадили на берег, и за нами не приехал трансфер, который должен был отвезти нас в наш отель. Так как, конечно же, у них там все вроде бы как организовано, все повязаны, они нашли нам другую маршрутку, которая нас начала везти в наш отель. Туда было ехать 40 минут через джунгли.
по которым идет хайвей. И вот через 20 минут наш водитель начинает интенсивные переговоры по телефону на испанском, которого я понимаю 0,1. И вот он останавливает маршрутку, поворачивается к нам, на минуточку ночь, Мексика, свободная Мексика, джунгли. И он говорит: такси сломался, выходите. Мы такие: куда выходите, вы что? Он говорит: это такси сломалось, сейчас за вами приедут другие. Мой дяденька послушно собирает вещи, начинает выходить, а у меня в голове начинают проноситься картинки заголовков в новостных строках. Как американцев граждан украли в Америке, как их продали на органы. Ну, в общем, знаете, вся вот это вот кошмарище. Я начала кричать, бить ногами по маршрутке и говорить: ни за что и никуда я не пойду, вы меня силой не высадите. Мужчина мой начал: ну что ты, все хорошо, он же пытается все исправить, он не виноват. В итоге я не нашла ничего лучше, как начать звонить моим друзьям из Канкуна и говорить им по-русски. Но чтобы водитель видел, что я с кем-то на связи, я начала фотографировать водителя, кричала: дайте мне ваши права, я их сфотографирую. Начала фотографировать номер автомобиля, фотографировала номер второго автомобиля. Во втором автомобиле было еще страшнее. Он был вообще пустой, и сиденья были такие высокие, что, посадив нас на второй ряд за водителем, мы оказались полностью изолированы от всего. Я могла смотреть только в боковые окна. Это было реально. Мне было страшно, я была на взводе, телефон разрядился. В общем, когда мы доехали домой, я была просто зла невероятно на Сатью. Я хотела пойти, написать ему какой-нибудь комментарий. Я хотела ему сказать: ты меня довел до ручки, проклятый Сатья, с твоим отращиванием женственности. Отращивай себе что-нибудь другое. Отстань от меня, не морочь голову сильным, решительным женщинам. Фух, вот так, доехали мы домой. Когда я рассказывала эту историю моим подругам, они смеялись. Так что, в общем, мы там все по разу сбегали поменять трусики. Это было настолько смешно и насколько же и печально. Но мораль сей басни такова: не слушайте никого, даже меня. Слушайте только себя. Все, что имеет значение, это то, как вы чувствуете, так, как вам хорошо и так, как вы думаете, что ваша жизнь должна быть. На этом у меня сегодня все. Я несу абсолютную чушь, потому что имею полное право, потому что я в отпуске. А вы далеко не уходите, впереди еще, как всегда, очень много интересного. Пока-пока. Where's my kiss? Where's my kiss? No? Is it supposed to be your kiss? Yes. No? No. Так, станешь пассивной женщиной, и мужчины начинают появляться. Пассивной женщиной становиться опасно. В отеле «Четверг» мы завтра уезжаем, а они только заезжают. А они даже не знают, что их ждет. Они даже не представляют.